Почти 1 год назад финансовый сектор США столкнулся с очень большими проблемами, которые поставили под угрозу целую экономику. Ведь в марте 2023 года обанкротились 3 крупнейших банка, одним из которых был банк SFB с капитализацией более 200 миллиардов долларов. Это стало самым масштабным банкротством со времен 2008 года. И это привело к тому, что многие клиенты потеряли свои деньги. Конечно же, главной причиной этого банковского кризиса стали высокие процентные ставки ФРС. Но проходит почти ровно 1 год, и все повторяется. Только теперь под угрозой находится Нью-Йорк Комьюнити Банк, акции которого после заседания ФРС упали на 60%. Также обратите внимание, что происходит с госдолгом США, который уже пробил исторический уровень 34 триллиона долларов. Это нереально большая сумма, и даже сам Джером Пауэлл в начале этой недели сказал, что уже пора с этим что-то делать. Ведь долг растет гораздо быстрее, чем экономика. И на данный момент США далеко не одни, кто испытывает серьезные экономические проблемы, потому что Китай, который занимает 2-е место по ВВП в мире, продолжает бороться с падением фондового рынка на фоне банкротства в секторе недвижимости, из-за чего китайский индекс упал до 5-летнего минимума. И в целом последние экономические новости и прогнозы многих аналитиков говорят о том, что мировая экономика находится в стадии сильного напряжения, которого не было за последние несколько лет. Это вызывает очень много вопросов у криптоинвесторов, потому что непонятно, стоит ли сейчас покупать крипту или лучше ждать падения и закупаться прямо на дне. Но ответ на этот вопрос, как никто другой, знает самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock, которая управляет активами на сумму 10 триллионов долларов. Ведь вспомните, как только министр финансов Джанет Йеллен в мае прошлого года заявила, что США могут столкнуться с потенциальным дефолтом, буквально через месяц BlackRock подает заявку на запуск биткоин ETF. И после одобрения в январе этого года BlackRock уже скупила 76 тысяч биткоинов. И это говорит о том, что Ларри Финк прекрасно понимает, как доверие инвесторов к финансовой системе США падает, и биткоин может стать отличной альтернативой для защиты нашего капитала. И поэтому сегодня мы с вами разберем очень много экономических новостей, которые оказывают прямое влияние на биткоин. И от последних экономических событий будет зависеть будущее движение криптовалюты. Уверяю вас, ролик очень интересный, из-за чего рекомендую смотреть его до конца. А если вам нравятся такие видео, где мы совмещаем крипту с экономикой, поддержите нас лайком, и мы будем гораздо чаще работать в таком формате. За ваши лайки заранее спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, уважаемые друзья, поскольку сегодня мы будем говорить об экономике, я не могу пройти мимо выборов в США в ноябре этого года, куда баллотируется бывший президент США Дональд Трамп, который максимально против запуска CBDC, но при этом он является сторонником криптовалюты, а по некоторым данным он может даже одобрить биткоин. И, кстати, в нашем телеграм-канале мы уже выложили пост с главными кандидатами и количеством их голосов. Поэтому, чтобы узнать, кто может стать новым президентом США, переходите в телеграм и подписывайтесь. Ведь дополнительно в нашем телеграм-канале мы публикуем много информации, которая не попадает в наши видео. Но, как я сказал в начале, текущее экономическое напряжение оказывает прямое влияние на биткоин, который после одобрения ETF стал полноценным активом на рынке. И самым главным событием для экономики США стало первое заседание ФРС в этом году, на прошлой неделе. Да, скорее всего, вы уже знаете, что ставку оставили на старом уровне 5,5%, а Пауэлл сказал, что они не будут снижать ставку в марте. Но вы видели, что после этого происходит с акциями банка Нью-Йорк Комьюнити. Они обвалились на 65% после убыточного отчета на сумму 252 миллиона долларов. И на самом деле это далеко не единственный банк, который испытывает давление высоких процентных ставок ФРС. Ведь сейчас абсолютно весь банковский сектор США красный. Ведь только обратите внимание, что за последний год почти все региональные американские банки упали минимум на 10%. А все потому, что высокие ставки ФРС делают кредиты более дорогими. Хотя главный источник заработка банков – это как раз таки кредиты и депозиты. Таким образом, получается замкнутый круг, потому что люди в банках не кредитуются из-за высоких ставок, но при этом и не открывают депозиты, ведь боятся повторения банкротств, как это было в марте прошлого года. Но знаете, что еще создает давление на банки? Кредиты на коммерческую недвижимость, которые составляют более 2 триллионов долларов. А по данным экономистов Goldman Sachs, около 80% от этой суммы приходится именно на мелкие банки, которым гораздо проще банкротиться, чем, например, JP Morgan
Morgan или Bank of America, а к концу 2027 года придется выплатить более 2 триллионов долларов. Вот только не забываем, что после пандемии очень много компаний перешли в формат работы на дому, и большие офисы уже не нужны как раньше, но кредиты за недвижимость платить все равно нужно. Поэтому падение цен и спроса на коммерческую недвижимость является первым звоночком к банковским кризисам. Ведь даже Джером Пауэлл сказал, что это большая проблема и банкротство мелких банков обязательно будут. Но если мы посмотрим, что было с биткоином после краха SFB в марте 23-го, то мы увидим рост на 40% буквально за одну неделю, потому что инвесторы начали спасать свои деньги и переводить их в защитные активы. Таким активом прежде всего является золото. В марте оно также выросло, но если биткоин вырос на 40%, то золото всего на 10%. И буквально на этой неделе глава ARK Invest Кэти Вуд показала вот такой график и заявила, что сейчас биткоин растет даже по отношению к золоту, и это будет продолжаться. Так что в какой-то мере банковский кризис может сыграть в пользу биткоина. Ну а что насчет инфляции и процентных ставок, которые наоборот негативно влияют на такие активы, как золото и биткоин? В данном случае мы также можем обратиться к комментариям Пауэлла, ведь несмотря на то, что глава ФРС не будет снижать ставку в марте, его риторика заметно изменилась. Пауэлл считает, что теперь не нужно гнать экономику США в рецессию и ждать роста безработицы. Снизить инфляцию уже можно и без этого. Но когда его спросили, а почему бы не снизить ставку сейчас, он ответил, что ФРС нужно больше положительных данных и сказал: дело не в том, что данные недостаточно хороши, а в том, что у нас есть показатели только за 6 месяцев. Мы просто хотим видеть больше хороших данных. И, кстати, первые важные данные будут опубликованы уже на следующей неделе, а именно 13 февраля. Это будет отчет по ИПЦ, который покажет нам, насколько выросла или упала инфляция в США в январе. Как вы понимаете, эти данные сыграют очень важную роль для ФРС, потому что, как я сказал ранее, Джером Пауэлл хочет видеть больше положительных данных. А учитывая, что произошло с биткоином во время заседания ФРС в конце января, нам обязательно стоит готовиться к высокой волатильности. Но упускать активное движение рынка после двухнедельной консолидации точно не стоит. И поэтому аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже подготавливают для всех участников подписки прибыльные сделки. Торговать на фоне таких новостей – это самое лучшее время. И наглядным примером является сделка по эфиру. Поскольку эфир вырос из-за обновления Dencun, участники Pro заработали от 70% прибыли, ведь они заранее открыли лонги на вот этом уровне. Но если вы новичок и ни разу не торговали на крипторынке, вам поможет наше пошаговое обучение на старте. И мы не просто отправим вам сухую теорию, а предоставим полноценные практические уроки. И уже с первых дней вы сможете торговать под руководством наших специалистов. Также мы подберем для вас лучший криптопортфель в долгосрок. И 24/7 вам будет доступна наша поддержка, которая в любое время ответит на все ваши вопросы. Поэтому, чтобы успеть получить прибыльные точки входа на разные монеты перед ИПЦ на следующей неделе, а как показывает практика, это лучше делать заранее, то прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и мы отправим более подробную информацию касательно подписки Pro. Но в целом инфляция уже не является такой проблемой для США, как это было раньше. Ведь после заседания ФРС в декабре стало ясно, что они планируют сделать 3 понижения в этом году и снизить ставку до 4,6%. Лично я не думаю, что снижение начнется в апреле. Мне кажется, Джером Пауэлл начнет действовать под конец года. И раньше октября мы вряд ли увидим, что ставку снизили. Хотя опять-таки все будет зависеть от данных. Но Джером Пауэлл также затронул еще один важный вопрос, который касается госдолга США на сумму 34 триллиона долларов. Когда ведущий сказал: «У меня такое ощущение, что это вас очень беспокоит», Пауэлл ответил: «Конечно, особенно в долгосрочной перспективе». И естественно, как не может беспокоить то, что расходы страны в несколько раз превышают доходы. По этому поводу Пауэлл сказал: «Вероятно, пришло время, или уже давно, вернуться к взрослому разговору между должностными лицами о возвращении федерального правительства на устойчивый финансовый путь». Но, конечно же, пора, потому что бюджетный дефицит только за последние 4 года составил около 9 триллионов долларов. Как я говорил в начале, это вызывает сомнения у многих инвесторов, ведь прошлогодние данные показывают, что почти половина американцев не доверяют текущей финансовой системе. Но точно так же, как и во время банковских кризисов, людям нужна альтернатива и новый способ сохранения своих денег. Поскольку если просто хранить наличку под матрасом, ее начнет подъедать беспощадная инфляция. И здесь снова на помощь приходит цифровое золото под названием биткоин. Согласно последним данным, около 26%
американцев имеют в своих активах биткоин, потому что понимают, что такое диверсификация. Правда, если провести новый опрос после запуска ETF, я думаю, процент будет гораздо выше. Тем не менее, явные экономические проблемы наблюдаются не только в США, а еще и в Китае. Потому что если мы посмотрим на главный фондовый индекс больших китайских компаний, мы заметим, как он упал до 5-летнего минимума, что привело к потере 6 триллионов долларов. И пока в Китае наблюдается рекордный спад рынка недвижимости, высокий уровень безработицы среди молодежи, дефляция и быстро падающий уровень рождаемости, экономика страны находится под угрозой. Точно так же, как и валюта Китая юань. Международный валютный фонд ожидает, что годовой рост ВВП Китая замедлится до 4,6% в этом году, хотя в прошлом он составил 5,2%. Это самый слабый показатель за последние десятилетия. И я думаю, вы уже догадались, куда китайские инвесторы направляют свои деньги, которые они выводят из фондового рынка. Да, друзья, в биткоин. Один руководитель финансового сектора из Шанхая по имени Дилан Ран рассказал редакции Reuters, что начал переводить часть своих денег в крипту в начале 2023 года, когда понял, что китайская экономика начинает хромать. По его словам, эти инвестиции принесли ему около 45% профита, пока акции Китая продолжали падать. И даже несмотря на запреты криптовалюты, китайцы продолжают покупать не только биткоин, но и стейблкоины. Ведь недавний отчет от компании Kiros Ventures показал, что 33% китайских инвесторов владеют большим количеством стейблкоинов. То есть, понимаете, крипта уже давно вышла за рамки маленькой индустрии, которая ранее находилась где-нибудь в стороне. По большей части это касается, конечно же, биткоина. Ведь что американцы, что китайцы, которые финансово образованы, понимают, какие преимущества есть у биткоина и как их можно использовать во время кризисов или нестабильной обстановки в мировой экономике, как, например, сейчас. И этот спрос на альтернативные способы сохранения капитала прекрасно видит компания BlackRock, через которую более 100 миллионов людей по всему миру инвестируют свои деньги. Вот поэтому еще летом прошлого года BlackRock подала первую заявку в SEC на запуск биткоин ETF, после чего многие другие большие фонды сделали так же. И заметьте, Ларри Финк начал действовать именно после того, как в начале лета Джанет Йеллен напугала всех потенциальным дефолтом. Мне кажется, что Ларри Финк подобрал самый лучший момент для запуска такого нового инвестиционного продукта. Ведь когда с одной стороны на инвесторов давят ставки ФРС, а с другой угрожают дефолтом США, любой задумается над тем, как бы сохранить свои деньги. И мои слова подтверждает твит главного аналитика ETF Bloomberg, который показал, что всего спустя месяц после запуска ETF от BlackRock вошел в пятерку крупнейших ETF, в которые отправляли деньги с начала года. И это означает, что ETF BlackRock получил больше денежных средств, чем 99,98% других фондов. Но также на 8-м месте мы можем заметить ETF от компании Fidelity, что также нам говорит о нереальном спросе на биткоин. Ведь вы только посмотрите, сколько биткоинов купила BlackRock меньше, чем за один месяц. Да, эта цифра превышает 76 тысяч монет, которые сейчас оцениваются в более чем 3 миллиарда долларов. А теперь просто вспомните вот эти два наших ролика, которые мы снимали во время коррекции. Тогда у BlackRock было только 30 тысяч биткоинов, и все ждали падения цены до 35 тысяч. Но, как я и говорил, этого не произошло, потому что любой актив не сможет упасть, если большой игрок отправит в него 3 миллиарда долларов за месяц. Вот поэтому те, кто докупил на локальном дне и подождал буквально пару недель, сейчас чувствуют себя очень хорошо, ведь вчера биткоин пробил 44 тысячи, за счет чего наш прогноз, который я давал вот в этом видео, отработал на 100%. И сейчас следующей целью для биткоина станет уровень 45, а после уже и 50 тысяч долларов. Это, как говорится, вопрос времени. Моя главная задача в сегодняшнем видео заключалась в том, чтобы рассказать вам о текущих экономических проблемах, которые реально есть и их обязательно нужно решать. Но ни в коем случае я не хочу сказать, что США конец или Китай ждет полный крах. Нет, это очень большие страны, от которых зависит весь мир. И экономики этих стран не могут просто так сломаться. Ведь любая экономика – это как большая американская горка, на которой после каждого падения начинается подъем. Поэтому нам стоит только адаптироваться и стараться диверсифицировать свои риски, используя тот же биткоин и криптовалюту. Если на этот счет у вас есть другое мнение, обязательно пишите в комментариях. Мы их читаем и отвечаем на каждый. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Сейчас мы там обсуждаем рост биткоина. И, конечно же, жмите колокольчик, ведь так вы не пропустите наши новые интересные видео. А вам я желаю удачи, до скорых встреч!